Разве это бычки? Это золото. Друзья, всем салам с канала Каспийский Белет. Я думаю, что многие из вас помнят рассказ из школьной литературы Валентина Катаева «Белеет парус одинокий». Так вот, когда я начинаю что-то делать с бычками, когда я их просто покупаю, я всегда вспоминаю этот рассказ. Там был такой интересный персонаж, торговка с одесского привоза. Так вот, она была торговка именно бычками, рыбу продавала. И она всегда говорила: разве это бычки? Это золото! Вот из этих прекрасных каспийско-азовских бычков, друзья, мы сегодня будем делать не менее прекрасные котлеты. В этом деле приготовление вот этих котлет самое сложное — это почистить всю эту мелкую рыбу. Остальное ерунда. Значит так, отрезаем бошки. Хвосты. Ножницами легче всего отрезать плавники. Сразу же, как говорится, не отходя от кассы, потрошим. Друзья, и получается вот такая вот тушка. Готовая, ну не к употреблению, к перемолке. Некоторые умудряются с бычков филе снимать. Но я это делать не буду. Я вам показываю так, как мы это делали в детстве. Ловили бычков. И потом вот так. Две вещи делали из них. Или котлеты, или уху варили. Из 5 килограмм здесь, наверное, ну килограмм 2,5 осталось, друзья, не больше. У бычка одна башка чего стоит. Очень много отходов. Все, рыбка хорошо помыта. Сейчас, друзья, через самую мелкую сетку. Посмотрите, какую я сетку выбрал. Это паштетная, что ли, как так говорят. Это для чего? Потому что косточки, я же не стал его филировать, да, этих бычков. Это целое дело. А мелкие косточки, вот они отсюда пройдут там. Ну, если даже что-то будет на зубок попадаться, это совсем ерунда. То есть можно есть. Так что так, перемалываем через вот такую сетку. Поехали. Вот столько фарша вышло рыбного, друзья. Здесь, наверное, килограмма 2-2,5. Раньше я вообще ничего не добавлял, кроме лука. Но сейчас я чуть-чуть решил добавить хлеба, залитого молоком. Так, отожму от молока, от лишней жидкости. Добавлю яйцо. Теперь лук. Значит, по поводу лука. Делают по-разному. Есть люди сырой лук добавляют в фарш, то есть перемалывают. Есть чуть-чуть пассируют, то есть обжаривают лук, добавляют потом в фарш. Но я советую, друзья, я вот сам всегда так делаю. Лук не пропускать через мясорубку.
а мелко-мелко кубиком его порезать и добавить в таком виде фарш. Он будет намного сочнее так. То есть сам лук будет сочнее, и соответственно котлетки тоже у нас будут сочные. Добавляем лук в фарш. Друзья, еще лично я в рыбные котлеты всегда добавляю укроп. Мне кажется, укроп, вот именно в случае с рыбой, он очень подходит в фарш. Хорошенько посолим. И хорошенько поперчим. Хорошенько вымесим. Сухари. Котлетки будем жарить в сухарях. Классическим способом. Смочим руку. Котлеты я буду делать крупные, потому что они сильно ужариваются. Друзья, 12 огромных котлет получилось. А что у нас здесь, друзья? А здесь у нас будет сейчас пюре. И, конечно же, сливочное масло. Посолю. Все. В раскаленную сковороду растительное масло. Поехали, друзья. Все не поместились, но в принципе я подозревал, что так оно и будет. Ну, 8 вот таких огромных котлет, друзья, я думаю, мне хватит точно.
Вот эту же, по-моему, хорошенько поджарил. Ох, красотуля. Котлетки готовы, друзья. Оба! Пошли. Положу пюре. Сегодня я купил серый хлеб, друзья. Не черный и не белый. Именно серый. Так, это у нас последний штрих. Вот так, на котлетке. Для красоты. Ну как вам мои сегодняшние котлеты, друзья? Крупные такие. Сейчас посмотрим, как у них со вкусом. Поперчим пюрешку. Ну все, можно кушать. Друзья, вот честное слово, бесподобные. Вот как на вид, так же они и на вкус. Просто сочнейшие. Опять повторюсь, вот толстые котлетки должны быть. И лук, я вот советую, нарезайте мелким кубиком, с сырым добавляйте в фарш. Тогда получается намного сочнее. Друзья, никак не нарадуюсь моим котлеткам. Посмотрите, вот специально взял, чтобы выжать, да, их. Посмотрите, какие они сочные. Нереально сочные, просто улетные. Я котлеты из рыб давно не делал. Не знаю, несколько лет назад, наверное, последний раз делал. А из бычков так вообще давно. Значит, раньше котлеты из бычков мы в каких случаях делали? Или в детстве ловили их на закидушку. У нас Шиховская эстакада была. Это такой поселок у нас, там пляж был. Самый такой близкий городской пляж. Вот там на этой эстакаде мы ловили, будучи пацанами, на закидушку бычков. Бывало, что ловили пол-ведра. И вот из них потом делали котлеты в детстве. Или уже потом позже, когда уже ходили на более серьезные рыбалки. Там ловили кутун, кефаль и так далее. И уже как побочно бычки набирались. Да? То есть хочешь не хочешь, бычок всегда клюет, да? Рыбаки не дадут собрать. И вот это побочно рыбки мы набирали бычков, и они чисто шли уже на котлеты. Вот так из бычков котлеты обычно мы делали в Баку. Как я уже говорил, друзья, у меня почему-то бычков, когда вижу, все время какие-то ассоциации с Одессой. Вот с этим привозом, с этой торговкой, теткой, которая продавала бычки. Я даже знаю, в каком-то черноморском городе памятник стоит бычку. Это как знак благодарности, что во время войны, по-моему, когда люди голодали, то есть еды было очень мало. Бычок вот буквально многих спас просто, вот физически спас бычок от голода.
Так что бычок это очень важная рыба, друзья. Друзья, спасибо за просмотр. Бычки, вернее котлеты из бычков были сегодня бесподобные. Вот таким способом, именно таким методом делать котлеты, это что-то невероятное. Спасибо большое. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания, друзья.